Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Фриги Викинг. Всем хорошего настроения. В этом видео я хотел поделиться с вами впечатлением от нового продукта BlueStacks. Это облачный эмулятор, который называется BlueStacks X. Давайте перед тем, как перейти, на самом деле, уже к положительным сторонам всего вот этого дела, да, то есть к моему мнению, что может принести данный продукт, я вам расскажу в целом о использовании эмуляторов, своем использовании. Я постоянно пользуюсь продуктом BlueStacks, сейчас я пользуюсь эмулятором BlueStacks 5, он установлен на мой ПК и позволяет мне запускать мобильные игры, в том числе нашу с вами любимую игру Rise of Kingdoms, также я играю в Infinity Galaxy, на своем компьютере. И что мне это дает? Во-первых, мне дает это удобство с точки зрения стримерства, то есть весь софт у меня собран на компьютере, я запускаю программу, эмулятор, запускаю игру и провожу стримы, делаю видеозаписи, и, соответственно, мне это удобно. Второй момент, с точки зрения просто игрока. Играя в мобильные игры, я уже настолько привык и настолько кайфую именно от игры за компьютером, что когда я начинаю играть в тот же самый Rise of Kingdoms на телефоне, мне крайне неудобно. Мне, во-первых, маленький экран на телефоне, а во-вторых, у меня устают руки. Вот постоянно от этого положения у меня действительно, я вот если даже лег, играю там в телефон, да, уже не хочу сидеть за компьютером, либо же на планшете, у меня постоянно устают руки. То есть я лежу, держу вот так перед собой телефон, и у меня, грубо говоря, через какое-то время, начинают затекать пальцы, мне неудобно, мне мелко, контроль войск какой-то, так скажем, не такой, как ты контролируешь их на мышке, и в целом для меня игра на компьютере намного удобней. То есть я спокойненько сел, расположился, поставил себе рядом чаечек, запустил еще какой-то доп-софт на компьютере, который мне нужен, например, Discord, если я общаюсь со своими друзьями и играю в игру. Запустил, например, не знаю, поставил музычку, у меня рядом переводчик, который просто в одно нажатие, копипаст, позволяет мне общаться, грубо говоря, с иностранцами, то есть в альянсах Интернационал играет, мне достаточно удобно, что в Дискорде общаться на английском языке, быстренько переводить, очень много-много всяких плюсов. Просто можно включить какое-нибудь видео, если ты занимаешься какой-то рутинной игрой, да, там не боевые действия, то можешь там, не знаю, даже видосик параллельно включить, там сериал и там кликать мышкой, бить варваров и, грубо говоря, смотреть еще что-нибудь. То есть, в целом, за компом мне удобно играть. И эмуляторы позволяют все это дело организовать. Но у эмуляторов есть свои проблемы. То есть, все эмуляторы, которые я перепробовал, в том числе фирмы BlueStacks и в том числе не фирмы BlueStacks, давайте скажем так, работают по оптимизации хуже, чем игра на самом мобильном устройстве. Больше каких-то задержек, больше лагов. И все это связано, наверное, именно с оптимизацией. Потому что сам эмулятор это достаточно требовательная штучка, которая, например, на каком-то слабеньком ПК даже не запустится. У меня же проблем нет с мощностью компьютера. У меня достаточно мощный аппарат, который, там, я не помню, то ли 32, то ли 64 гигабайта оперативы. По-моему, 64 на сегодняшний день. 270 Ryzen, по-моему, стоит, то есть мощный процессор, хорошая видюха. И в целом вообще, то есть для моего компьютера нагрузка эмулятора это вообще не нагрузка. Но тем не менее есть лаги. Вы, наверное, видите это на стримах. Когда идут масштабные боевые действия, все равно что-то долагает. Это связано, во-первых, с самими игровыми серверами, с работой устройства, вот именно оболочки эмулятора, игры в оболочке эмулятора внутри компьютера. Ну и, короче, это приносит определенный дискомфорт. На сегодняшний день компания BlueStacks сделала для нас облачный эмулятор, и это позволяет нам получить определенные плюсы, именно играя в мобильные игры на ПК. Во-первых, даже слабые компьютеры потянут все это дело, потому что игра запускается просто в браузере. То есть это главная страница BlueStacks X. Здесь есть уже перечень игр, которые мы можем запустить прямо
в своем браузере. То есть вот так выбираем игру, нажимаем «Играть в облаке», и нам открывается наша с вами игра. Вы просто заходите в свой аккаунт и просто в браузере начинаете в нее играть. Соответственно, сам эмулятор не нагружает вашу систему. То есть, какие нагрузки будут от браузера, я пока не знаю, но посмотрел по диспетчеру задач, что, в принципе, запуская свой аккаунт на BlueStacks 5, да, то есть на эмуляторе, который нужно мне установить в компьютер, нагрузки гораздо больше на компьютер, вот, чем когда я играю просто с браузера. Это первое. Второе, наверное, вещь еще пока непонятная, но она очевидная и ожидаема. Это то, что облачный эмулятор позволит, наверное, нам получить меньше лагов и задержек. По крайней мере, тестируя вот это вот окошечко в браузере со своим аккаунтом, я пока не заметил вообще никаких задержек. Сразу хочу сказать, даже при своем мощном компьютере, даже при BlueStacks 5, который вроде бы сейчас является лучшим эмулятором по оптимизации, даже в игре вот Rise of Kingdoms я встречаю такие проблемы, как лаги на чате. То есть, когда я захожу в чат, первое, что у меня начинает лагать, что я вижу, это происходит периодически, это происходит не всегда, но просто переключаясь по чатам, у меня их очень много, у меня очень много друзей, очень много чатов, постоянно в них какая-то активность. И в игре Rise of Kingdoms я просто, переходя с чата на чат, жду, пока он переключится. Идет какая-то задержка, я нажимаю вот здесь на чат, в этом месте уже появился другой чат, и меня закидывает не в тот чат, в который я хотел зайти, и, короче, постоянно есть какие-то проблемы. В BlueStacks X в облачном эмуляторе я пока этого не заметил. Вот сколько я уже третий день тестирую, пока вообще таких проблем нет. Далее, по отклику. Естественно, нет пока полномасштабных боевых действий, но по отклику вообще ни одной задержки я не увидел. По скроллингу карты все прогружается очень четко, очень быстро, именно по скорости, да. Опять же, там в 4-м BlueStacks, в 5-м иногда вроде бы ничего не происходит, но даже элементарное быстрое перемещение по карте, когда ты вот так вот отдаляешь, берешь какую-то часть карты, ты на нее переходишь, и вот тут вот идет прогрузочка. Здесь такого нет. То есть я переключился, сразу варвары, плиточки, где-то чуть-чуть вылез ландшафт, но все прогружается быстро, все работает очень быстро. Это намекает, ну и по крайней мере дает надежду на то, что облачные эмуляторы, вот именно такой проект, как BlueStacks X или другие, в будущем позволят нам избежать проблем вот этих лагов, когда мы используем полноценный эмулятор на своем компьютере. Естественно, опять же повторю, все это будет видно именно в боевых действиях, когда очень много отрядов, очень много вычислительной деятельности у серверов, очень много пакетов данных приходит вам в компьютер, уходит с компьютера. Вот в таких ситуациях, естественно, мы увидим уже полноценную работу вот этой вещи. Я думаю, что BlueStacks X еще пока типа в бета-версии, и сейчас это все тестируется. Здесь уже появилась часть игр с маркетов мобильных, часть еще не появилась, думаю, будет появляться. Но, по крайней мере, тот же самый Rise of Kingdoms уже здесь. И я думаю, что ребята будут работать над ним и постараются сделать действительно классный продукт. По крайней мере, сейчас это выглядит так, что вот эта тема должна стать, так скажем, новым поколением, новым шагом в мобильном гейминге на ПК по сравнению с эмуляторами, которые мы устанавливаем на свой компьютер. Далее также обратил внимание, что у меня бывают, например, лаги при постоянном прокасте навыков. То есть, когда у меня командиры начинают драться, они активируют активные навыки, это все анимируется в игре красиво, и на обычном эмуляторе, там даже на BlueStacks 5, периодически есть какие-то микроподлаги. То есть, именно когда идет большая нагрузка по графике, когда идут активация навыков, нагрузка на графический процессор, грубо говоря, компьютера. Вот, эти навыки начинают прям подлагивать. Здесь я тоже этого не заметил. Возможно, это, конечно, не показатель, вообще это не должно ничего лагать, по идее, нигде, в принципе, потому что это не сверх какая-то большая графическая нагрузка, но, тем не менее, играю практически 3 года в игру, знаю, что постоянно эта проблема есть, и периодически она вылетает. В облачном эмуляторе пока этого не заметил. Вот, если вы посмотрите, все навыки, вся анимация здесь прорисовывается, и задержек нет.
Даже можете обратить внимание, вот сейчас идет строчка сверху, на стримах, если вы меня находитесь, когда я бью даже варваров, вот эта строчка сверху, она начинает вот так немножечко останавливаться, подлагивать. Она сейчас идет, анимация идет, никакой задержки, никаких проблем нет. Теперь давайте немножечко о минусах, которые я нашел. Это, наверное, очевидно, вы, наверное, это видите. Это то, что пока какие-то проблемы с графикой. То есть, в целом выглядит все неплохо, но в эмуляторе, в полноценном эмуляторе, там BlueStacks 5, либо же у меня там на планшете, либо телефоне графика намного лучше. Именно качество, то есть все цвета, цвет передачи то есть все в порядке. Но вот именно качество графики, как будто, ну вот вы смотрите фильм в SD качестве, там и Full HD, да, и там в 4К. Вот здесь вот прям в SD. Вот здесь вот есть какая-то размазанность, есть какая-то нечеткость. То есть если даже мы перейдем, давайте отсюда на карту. Так, не туда я перешел. Сейчас заодно посмотрим, как все это дело загружается. То есть, если вы посмотрите на карту, посмотрите на командиров, есть все-таки какие-то вот нечеткости по качеству. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это будут дело дорабатывать. И причем иногда видно, что идет какая-то подгрузочка. То есть, сначала качество такое размытое, не очень хорошее, потом вроде оно улучшается. Но все равно нет того качества, которое есть на там BlueStacks 5. Вот даже посмотрим, давайте на командиров. Все равно есть на фоне сам командир. У нас есть какая-то нечеткость, есть какое-то мыло. Если мы быстро перемещаемся... Так, звук нужно отключить. Если мы перемещаемся с командира на командира, то есть все-таки, видите, есть прям такая нечеткость. Потом он появляется и тут же вроде бы становится лучше, но качество не то. Это единственная пока проблема, которую я заметил. Я пытался посмотреть какие-то настройки графики, возможно, но ничего такого я здесь пока не увидел. То есть настроек графики в эмуляторе нет, ты просто запускаешь игру, все, она у тебя запускается. Это вот единственный момент, по которому пока непонятно, будет ли это улучшаться, я думаю, будет. Но хочу сказать, опять же, свое мнение с точки зрения боевых действий, когда идет большая нагрузка. Честно говоря, мне плевать, что даже если тут все будет в пиксель, то есть если будет нечеткость, если будет некрасиво, главное на сегодняшний день, когда идут полномасштабные боевые действия, идет КВК, чтобы был качественный отклик, чтобы не было проблем с задержкой, потому что во время боевых действий такая идет нагрузка, видимо, на сервера, на сам эмулятор, что, грубо говоря, невозможно воевать. Бывает задержка на 10 секунд просто. Реально, я играю в имперке, у нас всегда КВК очень нагружены, очень много королевств, очень много актива. И, грубо говоря, получается так, что ты просто вот куда-то направляешь отряды свои, они у тебя там 9-8 секунд думают, потом только начинают идти. В общем, задержка просто бешеная. Играть невозможно, ты просто набиваешь себе больничку и, грубо говоря, ни удовольствия не получаешь, ни пользы не приносишь ни себе, ни своему королевству. Надеюсь, что, опять же, облачные эмуляторы решат эту проблему, потому что я думаю, что пакеты данных, вот эта вот вся вычислительная работа, она должна происходить лучше. Именно с точки зрения того, что ты здесь запустил только все это дело в браузере, и больше вычислений будет именно происходить уже у тебя не в самом вот этом эмуляторе, который зачастую не оптимизирован. Видимо, по каким-то, не знаю, там, техническим характеристикам оптимизации все-таки вот прям четкой, такой, как в андроиде, либо в айфоне, когда ты играешь в игру на самом устройстве, такой оптимизации нет. Я думаю, что именно облачные эмуляторы могут сделать большой шаг в решении этой проблемы. На этом, наверное, все. Хочу в конце еще добавить, что есть классный конкурс от BlueStacks X. Эти ребята сейчас проводят конкурс в ВК. Под этим видео будет описание. Во-первых, будет ссылочка на BlueStacks X, если вам интересно его поюзать. Я думаю, что если вы играете на компьютере, вы обязаны его попробовать и написать в комментариях, как вам вот это дело. Может быть, у вас сейчас идет КВК, и вы можете сказать, как у вас все это дело происходит на нагрузке графики. То есть, может быть, действительно нет лагов, тогда это будет реально классное событие.
Также по поводу конкурса, то есть там есть кое-какие небольшие действия, они очень легкие, и вы можете побороться, поучаствовать в конкурсе от BlueStacks X и получить гифт-карты по $50. Поэтому под видео есть ссылочка, если хотите, если любите халяву, я люблю халяву, я сам поучаствую, то обязательно попробуйте. Я думаю, что кто-то из вас, да, заберет приятный бонус. $50 на дороге не валяются. Всем хорошего настроения, пишите отзывы по поводу этого продукта. С вами, как всегда, был Фредди Викинг. Скоро увидимся.